Всем привет, друзья! И вот моя страшная история о том, как я лишился девственности. Однажды, когда я сидел на сайте бойкисеры.ком, я задумался, что пора бы найти и настоящую девушку. Балду гонять рукой, конечно, хорошо, но будь у меня та, кто могла бы делать это за меня, было бы еще лучше. Сайты знакомств я сразу отбросил, потому что меня лайкают там одни накачанные мужики, поэтому я поискал девушек по паблику своего Запердяйска. Пару часов поиска откликнулись мне благодатью. Я начал общаться с Таней. У Тани были красивые розовые глаза, белоснежные волосы и стройная высокая фигура. Я сразу же пригласил ее к себе, и она согласилась. Я обрадовался и вскочил с кресла от осознания, что я не умру девственником. Только вот она сказала, что ее отец тоже хочет встретиться со мной вживую. На мой комп пришла фотка ее отца. Блять! Ее батя был накачанным мужиком с огромными сисяндрами, который вот-вот уже стремился разорвать мне сраку через экран. Я решил, что бежать некуда. Танюха была слишком хороша, и поэтому мне придется создать все условия до их прихода, чтобы ее отец был доволен. Я помыл весь пол, приготовил самые вкусные блюда из продуктов, которые у меня были в холодильнике. Купил на последние деньги пиво, чтобы впечатлить Таню и ее отца, и на всякий случай сходил в ближайшую аптеку за контрацептивами. Я не надеялся получить сегодня хоть что-то, но был готов к любому исходу. Прошло полчаса. Стук в дверь. На пороге стояла Таня и ее отец, во взгляде которого читалась терпимость и ненависть одновременно. Он протянул мне руку, размером с мою голову. Я дал ему рукопожатие своей тоненькой рукой, словно спичкой, и мы все вместе сели за стол. Таня молчала и глуповато улыбалась, пока ее отец давил меня вопросами. А кем ты работаешь? Сколько штангу жмешь? Ну я же не особо спортсмен, сказал я воодушевленно. По тебе и видно, прыщавый хикан! Ее отец был груб со мной, но ничего против того, чтобы я был с Таней, наверное, не имел. Он вышел из квартиры покурить, а тем временем Таня сказала, что ей надо выйти в туалет, когда все ушли из комнаты, и я остался один. Я подумал про себя, ну вот, я и стану мужчиной сегодня, и пошел к себе в спальню, чтобы все подготовить к соитию с такой прекрасной девушкой, как Таня. Я разлегся на диване в соблазняющей позе, положил презервативы около себя и начал ждать, пока Таня выйдет из туалета и зайдет ко мне. И вот, уже закрыв от скуки глаза на пару минут, дверь стукнула. На пороге стоял батя. Готовь попку, мой сладкий! Я орал, как резанный ближайшие 2 часа. Моя жопа была в крови. Я умолял дядю Гришу остановиться, но он все продолжал и продолжал. Мои мучения прекратились, как только отцу надоел такой фембой, как я, и они с Таней пошли домой. Время 2 ночи. Я не могу уснуть и с глазами на лбу лежу с кровавой жопой, почти не двигаясь. Я пополз кое-как на кухню и остановился возле ванной, как вдруг звонок от Тани. Я беру трубку и начинаю говорить ей, что ее отец просто безумец, что мы больше не можем быть вместе, и что я не хочу продолжать общение. И вместо слов от моей уже бывшей подруги я услышал: ты больше и не будешь с ней, пидорок. Теперь ты будешь кататься на паровозике с моими друзьями каждый день. Открывай, сучонок! Мы уже соскучились! Кенджи.